Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Что скоро и неожиданно? Давайте с вами узнаем. Цыганский старинный пасьянс, который нам расскажет, что же произойдет в ближайшие дни, в ближайшее время. Ориентир 2-3 недели. С чем это будет связано или с кем? Такое я тоже допускаю. И ваш знак зодиака принадлежит к знакам зодиака стихии воды, и на вас, более активно влияет ретро-уран, который находится в Тельце. Как будто специально вернулся ретро-уран в знак Тельца для того, чтобы жизнь была более упорядоченной, более определенной для знаков зодиака, стихии земли и воды в целом. И это всегда ретро, это значит, что-то нам уже знакомо. Может быть, это вам придется буквально какие-то документы пересматривать, у кого-то отношения, или какую-то прежнюю историю, или ваши отношения к делу, к работе или конкретным людям. Ну, давайте узнаем, что же там в ближайшее время, в ближайшие дни произойдет, с чем это будет связано. И, конечно, будем реалистами, мои дорогие, я всегда говорю, любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, надеюсь, проведем приятное время, и вы, люди интуитивные, какие-то подсказки для себя получите. У вас корабль– один из символов Меркурия, и это могут быть вообще перемены в вашей жизни. Но именно в этом пасьянсе исполнение желания. И вы останетесь более чем довольны. Смотрите, тут у нас сразу радость, венок. Гости. Либо вы в гости, может быть и так, или гости к вам. Смотрим дальше. Семейное счастье. Это могут быть как и домочадцы, наши любимые. Кого любим мы, кто любит нас. Но это могут быть еще и решения вопросов, которые именно с жилищем, имеется в виду стены, недвижимость. Все то, что касается вашего места пребывания, проживания, или теперь, или то, что вы планируете. Но вот где-то коррекция планов тоже вполне вероятно. Но тут, правда, у вас получается как будто осуществить какое-то дело. Или о себе что-то, может быть, как стабилизировать, или узнать, или прояснить какую-то тему. Потому как открытая книга именно в этом пасьянсе означает учреждения, организации, официальные лица. Может быть, у вас что-то получится осуществить, и от этого будет зависеть какая-то дальнейшая траектория. Хотя, я должна сказать, а вы посмотрите, тут достаточно активный период жизни, потому что мы еще с вами достали, всего лишь 2 ряда карт, а уже у вас много совпадений, так не всегда бывает. Но тут все к радости, к реализации какой-то возможности, мои дорогие. Да точно. А это дважды редко бывает, потому что корабль– один из символов Меркурия, но в пасьянсе исполнение желания, а колчан со стрелами– исполнение, полное желание, понимаете? По крайней мере, такая трактовка. Я ничего не выдумываю, но мы будем реалистами, насколько полное, мне сложно судить, но это, знаете, это как 1000 дорог сходятся в одной точке. Может быть, у вас правда решается какая-то одна тема, а следом за ней решаются остальные. Или это как мы нашли а, какой-то основной путь, как мы будем вот этот клубок противоречий разматывать, как будто, да? И мы потянули за ниточку, но и весь клубок тоже раскрылся. Может быть, начали вы, как организовывать в одной сфере жизни или принимать какие-то важные решения, но от этого вся ваша жизнь меняется, какая-то конфигурация жизни. Но смотрите, не все однозначно. Для кого-то из вас это будет, когда вы узнаете какую-то новость. Колокол– это новость, которую мы получаем совершенно неожиданно. Она вот врывается буквально в нашу жизнь. И это не связано с вашим решением. Это может быть связано даже то, что вы слышите в средствах массовой информации. Или это будет решение какого-то человека, может быть, конкретного. То есть
Не мы это инициировали, но на нас это влияет. Вот что-то подобное. Может быть, это вы слышите новость, и это как побудительный мотив отправиться в какие-то инстанции для того, чтобы провести важное согласование. Я должна сказать, в этот период не происходит что-то случайно. Даже если вы что-то банально слышите, мои дорогие, это значит время задуматься. Но не прошляпить, не сказать: «Ай!» Вот так, знаете, отмахнувшись. Показалось. Нет. Здесь именно какая-то предпосылка. Поэтому будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг вас вообще, ну и к тем новостям, которые приходят на ваш порог. Вот смотрите, тут правда может быть какая-то тема, которая как побудительный мотив вас вынуждает действовать или искать новые рычаги, способы решить какой-то вопрос вот в этих учреждениях, инстанциях. Тут у кого что. У кого-то это может касаться даже напрямую обучения, учреждения образования, а у кого-то это просто вам нужно быть в назначенное время, в назначенном месте, с кем-то встретиться, или, может быть, это ну, как, вообще историю, которую вы слышите, но она влияет на вашу жизнь, и каким-то образом это подталкивает вас к иным каким-то действиям. Э, у нас выпадает еще вот листва, это как ожидание. Может быть, ожидание какого-то вопроса. То есть какая-то тема, пусть это будет связано с документами, согласованиями. Ретро-уран — это пересмотры. Пересмотры брачных контрактов, пересмотры, в принципе, контрактов по работе тоже может быть. Или, ну, как конфигурация какая-то иная, и, может быть, отчасти где-то трансформация вашего бизнеса. Вы ведь здесь можете как себя, кстати, за что-то поблагодарить, когда вы правильно с чем-то сориентировались или когда вы сохранили какие-то связи. Потому что, ну, ретро, я могу такое предположить, люди тоже будут возвращаться. Может быть, какие-то мысли прежние, а вы люди интуитивные, которые были прежде в отношении какой-то персоны, то вот здесь вы можете, кстати, с учетом колокола, как раз узнать как какую-то тайну. Вы это предполагали, но думали, что, ну нет, это показалось именно. А здесь вы узнаете какое-то подтверждение. Ну, у каждого по-своему. Но пусть даже, да, вам приходится как будто подождать какой-то период жизни. Может быть, я такое вполне могу предположить банально, как какой-то регламент, пока будет готова важная бумага, документы. Вам это, ну, как бы ни вправо, ни влево. Мы тут не можем на это влиять, потому что именно какой-то регламент. Но дальше у вас выпадает якорь. Это значит, все равно вот у вас все идет как-то своим чередом, стабилизируется. Как будто шаг за шагом, что бы ни происходило, что бы вы ни слышали, да, провзаимодействовать стоит. Или принять это во внимание, потому что это вам уверенности каким-то образом и добавляет. Может быть, и снимает розовые очки. Я такое допускаю тоже. Но для вас вот эти первые 2 символа, да, как корабль, так и колчан со стрелами. Правда, желания исполняются. И что-то доброе спешит на ваш порог. Буквально, может быть, и неожиданно тоже. Хотя, с учетом колокола, могут быть и неожиданности не совсем в таком радостном ключе. Где-то есть и плюсы, есть и минусы, но плюсов явно будет больше. И в нашем пасьянсе мы можем складывать карты, которые находятся в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. И вот я смотрю, что тут у вас еще совпадает. Победа, мои дорогие. Вот, победа. Победа, гости. Может быть, это какая-то встреча очень важная у вас состоится. Гости, конечно, больше характеризуют, ну, или наш дом, или то, что связано с близкими, где-то так, да, то есть все-таки слово «гости». Ну, кто знает, может быть, для кого-то это очень важная встреча с человеком, которого вы знали, но пусть это на основе дружеских связей или каких-то контактов, но тогда продолжение какое-то для вас будет следовать. Не обязательно это будет связано с личной жизнью. Рядом у нас
полное исполнение желаний. Может быть, это какие-то важные контакты, которые как раз, ну, будут способствовать тому, что вы-то как раз реализовать в жизни какое-то свое желание и сможете. Такое я тоже могу допустить. Итак, смотрю, что у нас еще совпало. Не вижу я больше совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. И на колоде Таро. Так что же там скоро и неожиданно для вас, мои дорогие? Что это за событие? Событие или вот эта новость, может быть, хотя бы сферу жизни, пусть нам карты покажут. И что же прояснится? Ну, а поскольку ретро-уран, что из прошлого, в чем вы поставили точку? А тут, оказывается, продолжение следует, и вовсе не точка, а многоточие или запятая. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что там скоро и неожиданно. Ну, вот как я говорила, есть и плюсы, есть и минусы. Это первая победа. Вам приходится что-то переиграть, передумать. Слушайте свою интуицию. Я вам еще хочу предложить, мои дорогие, перейти на мой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео, там и как на статьи, но вы можете зайти с главной страницы. На главной там есть и, понятно, вход в меню, вы можете выбрать статью. Ну и на самой этой странице там тоже есть у меня как бы ссылки на статьи, которые касаются именно окончания 2025 года, где-то проекция до января и даже, в принципе, по части энергии на 26 год. У вас что-то будет продолжено. Вам зачем-то вот этот период не просто нужен, он для вас очень архиважен. И может быть какая-то прежняя конфронтация. И вот мы говорили, тут у вас и гости выпадают, да? Может быть, и договариваться с кем-то вам тут приходится, выстраивать правильные социальные связи или подписывать какие-то документы. Колокол, неожиданные известия. Вот прочитайте статью, я думаю, подсказок будет больше. И одновременно там у меня коридор возможностей на 2026, но там не только 26, но и 25 я затронула. Поэтому там есть четкие вехи по датам. Вы можете, ну, где-то так распланировать более четко, осознанно. Одним словом, приведите в баланс рекомендации звезд и ваши планы, потому что явно корректировать что-то придется. И это именно как скоро и неожиданно. Пятерка мечей. По сути, конфронтация. Но что вы будете делать с этой конфронтацией? Первая победа. Это когда двое расстаются, как разбегаются, говорят, разошлись, как в море корабли. А может быть, в разные океаны разошлись. Явно вот эта история. Скоро и неожиданно. Ну, как будто по новой активизируются или контакты с этим человеком, или вы думали, может быть, это уже было завершение, а тут придется что-то продолжить. С чем это связано? Ну, это, конечно, может быть буквально какое-то разочарование персоны, которая на своей где-то волне, не без этого королева жезлов, тоже это прообраз человека, который такой яркий, харизматичный, но который привык жить по собственным правилам. Отчасти его заставляет к этому жизнь. Может быть, это и есть такие люди, буквально, которые рождены под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец или имеют там асцендент. И вот как будто в отношении этого человека нужно что-то передумать. И, может быть, аж буквально вот как на карте нам человек за голову схватился, потому что не знаем мы, как к этому относиться, как вообще, что тут предпринять. И вороны в этой колоде– это символ мудрости, вот мудрые какие-то решения, скоро и неожиданно. Но при этом это, знаете, как игра вслепую. Вот примите это во внимание. Черный кот возле ног королевы может свидетельствовать о том человеке, который вам не расскажет о всех своих планах. Он будет держать это в тайне. И вам может казаться, что вы знаете этого человека, но наступает новая точка отсчета, когда мы окончательно понимаем, да нет, это мы вообще что-то представляли себе другое. И здесь может быть такая метаморфоза, как и со знаком плюс, да, когда мы узнаем человека с другой стороны, как личность для нас открывается с каких-то очень приятных сторон. Но я не исключаю, что это может быть и какой-то минус, неожиданный, да.
Я не вижу, что вам это как-то вредит, но внутренняя перезагрузка после какого-то события у вас точно начнется. И, может быть, вот этот колокол где-то означает от подобной персоны вот такое известие. Когда вам приведется, может быть, ну, так, кому-то буквально отправиться к юристу, адвокату и понимать, как теперь в отношении вас работает закон. А может быть, это и будет связано, картами мы закрыли, вот как раз учреждения, какие-то инстанции, когда мы тоже пытаемся оформить правильно документы или пытаемся разобраться в каком-то вопросе, чтобы понимать, как нам правильно действовать. Всегда это экспертности карта, да? Хотя по этой карте проходят люди в погонах или люди в форме. Врачи, к примеру, или люди узких специальностей, люди, которые работают с металлом. У кого-то банально вы на дом можете такого специалиста пригласить, потому что, может быть, вы сами думали что-то проделать, какую-то работу, тут вы понимаете, да нет, костьми ложиться я не буду, дай-ка я лучше обращусь к специалисту. И это будет скоро и неожиданно. Я такое тоже допускаю. Но, тем не менее, есть вот у нас персона королева жезлов, которая так или иначе участвует в вашей жизни. Может быть, у вас и две даже персоны. Когда вы узнаете об одном человеке и о другом, но тут я вижу, вам придется принимать какое-то мудрое решение, это точно. И это будет где-то скоро и неожиданно. Вы как будто какую-то личность представляли себе совершенно иначе. А тут я могу допустить, что вы человека увидите с другой стороны, не так, как вы это воспринимали. Или какой-то вопрос. И вы можете встать перед такой дилеммой: продолжать или завершать, уйти или остаться. Продолжать ли отношения? Или, может быть, это даже вопросы, касаемые работы, бизнеса, но которые строятся все равно на партнерской взаимосвязи. Может быть, то, что вы услышите, но вы к этому внутренне где-то не готовы. Это вообще о чем? Ну, видимо, это вам необходимая информация, потому что, вот смотрите, вы как свою траекторию будете, скорее всего, менять. Это раньше вы сидели возле вот этой чаши с огнем, да, это как хранительница или хранитель домашнего очага. Иными словами, это какой-то очаг, это тепло, но это тепло искусственное. И девушка наша как будто нашла в себе силы, сделала первые шаги и отправилась к натуральному солнцу, буквально. Это выбор где-то правильного направления, решение и решимость. Вот на эти первые шаги. Вот точно будете какой-то, по крайней мере, в каком-то одном, как минимум, вопросе своей жизни однозначное решение. Потому что мы ищем выход по этой карте, и мы его находим. Но и я должна сказать, аркан-отшельник, надейся сам на себя. Может быть, есть какая-то ваша личная задумка, которая, она целиком и полностью принадлежит вам. И тут я бы даже сказала, карта дает подсказку, что тебе другие люди, они тебе на этом этапе, по крайней мере, они тебе даже будут мешать. Потому что по отшельнику нам никто не мешает. Именно потому, как мы сами план себе составили, сами мы что-то скорректировали, мы надеемся на себя и сами планируем собственное время. И никому ничего не говорим. И тогда какая-то реализация может и получиться. Так что из этого тогда получится? Ну, правда, решение какое-то вы будете принимать. Нам показали пару. Королева жезлов, король жезлов. Может быть, и правда у кого-то это известие, которое касается жизни личной, хотя жезлы, это может касаться, ну, каких-то иных уровней взаимодействия, которые дела, работа, бизнес, по работе. Вы по работе можете получить какое-то известие, которое потребует быстрого принятия решений и где-то действовать в одиночку, потому что это как бы ваш интерес, ваш личный. Более того, вам может даже захотеться уединения. Вот тоже такое я допускаю, потому что, вот смотрите, много персональных карт. Скоро и неожиданно будет много каких-то персон вокруг вас. Причем
Каждый что-то там свое задумал, на нас люди будут оказывать влияние, а на вас могут активно оказывать, потому что вы люди больше эмпаты. Вы чувствуете каждого. И, может быть, каждый видит какой-то свой интерес, а надо сказать, что по ретро-урану каждый свои вопросы пытается решить или продавить. Но, видимо, вам вот нужно быть вот этим мудрецом и одновременно в энергиях короля мечей. Потому что есть какая-то реальность. Вам нужно оттолкнуться, хотя вокруг вас будет очень много эмоций. И этих же эмоций будет много в вашей душе, поверьте. Но самое главное, ни одной карты сомнения. Вот, видимо, какая-то первая победа у вас может скоро и неожиданно закончиться. Может быть, неожиданно будет, даже это касается, как вы сделаете важные выводы в отношении некоторых персон. Для вас, да, будет, может быть, и сожаление, я этого не исключаю. Но тогда, знаете, настало время, ну, чтобы вас окружали надежные люди, потому что я вот тут вижу, что есть элемент, как понимаете, по пятерке мечей, когда мы понимаем, мы, к примеру, мы на кого-то рассчитывали, а в итоге у нас не получилось вот этот тандем сохранить. И не потому, что мы, может быть, мы там пытались любыми способами или как-то выстраивали отношения, а тут нет. Тут кардинально, диаметрально противоположные взгляды на жизнь и что такое хорошо, что такое плохо. Вот тут что-то будет очень серьезное решаться в вашей жизни. Точнее, решать будете вы сами. Так что же это прояснится? Ну, соответственная карта. Выход из лабиринта. Правда, по тузу мечей мы как можем и отказаться от чего-то. Что не жизнеспособно. Что уже не может быть для вас прогрессом. Это может карта свидетельствовать о новости, знаете, которая, ну, буквально ворвалась в вашу жизнь, и от этого начинается какая-то перестройка. С чем это связано? Что прояснится? Когда, к примеру, вы можете случайно, как сорока на хвосте принесла, услышать какую-то новость от третьих лиц о вам известном человеке. Или по этой карте вы можете получить какое-то известие, кстати. И ведь, понимаете, тут такая перезагрузка, я не могу сказать легкая, нет. Тут именно что-то кардинально, диаметрально не то, что вы предполагали, может, пару дней тому назад. Тут в один момент как будто все может меняться. И, видимо, для вас эти энергии необходимы, потому что именно благодаря вот какой-то такой перестройке, переосмыслению и исполнению желания одного, потом полное исполнение желания и радость. Вы с чем-то определяетесь, хотя поначалу это нам может не нравиться. Или новость, которая нас шокирует, или новость, когда нам буквально собрался, подпоясался и куда-то быстро поехал. В хорошем, со знаком плюс, вот именно смысле, эта карта говорит: ищи как бы правду истину, ты ее обязательно найдешь. Именно от этого нужно оттолкнуться, потому что какой-то лабиринт, он просто должен закончиться. И мы ведь спросили, что прояснится. Вы тут сами, ну, можете прояснение инициировать. От этого зависит ваш дальнейший путь, ваш успех, мои дорогие. Шестерка мечей очень емкая карта. И, кстати, вот эту лодочку тянут вороны. Мудрость. Вот есть какие-то мудрые решения, когда, да, мы уже отплыли от безжизненного берега, и мы идем вперед, потому что, но либо на прежнем месте, либо в каком-то прежнем качестве нет смысла что-то продолжать, потому что это дорога в никуда, или это какой-то застой. Поэтому мы принимаем решение и решаемся сделать первый шаг. И при этом мы понимаем, что да, нам еще придется пройти какой-то путь, когда, ну, невозможно что-то предугадать. В данном случае интуиция и интеллект вам помогают. Но идти вперед придется. И в конечном итоге вас ждет успех. Заслуженного успеха эта карта именно не что успех вот буквально 2-3 недели, ну, у вас будет, ну, хотя тут будет определенно, это да, но это то, что должно быть продолжено. Это как дорога, можно сказать, к свету, но начинается она как будто в сумерках, мои дорогие, вот что-то такое. Шаг за шагом вы будете некоторые дела прояснять. Может быть, и то, что было связано с прошлым, зачем это было все нужно.
Но и сами приготовьтесь вот так с холодной головой принимать какие-то решения и замечать все то, что происходит вокруг вас, и анализировать ту информацию, которая приходит. Но вы что-то удерживали, ведь это позиция, когда мы спросили, в чем вы поставили точку, правда? Вы в чем-то поставили точку. Может быть, это вам казалось, допустим, вопросы работы. Я остаюсь на прежнем месте работы. Или я с партнерами определенными взаимодействую. Что-то вы сохраняли даже, мои дорогие. Может быть, сохраняли отношения. Может быть, это жалко было с чем-то проститься. Карта жадины буквально. Или решимости не хватило. Может быть, прежде, мои дорогие, у вас просто не было, ну как, инструментов в руках. Вы что-то хотели осуществить, но обстоятельства на вас давили, ну, принимать как раз ту реальность, которая была. А вот теперь что-то меняется. Что же там из точки? Ну, вот у кого-то это будут вопросы по взаимоотношениям. Я такое допускаю вполне. Выбор, опять же, есть, да. Но из этого гордиева узла вы все равно находите рациональное зерно. Скорее всего, вам приходится учитывать некоторые внешние события. И вот я вижу, из прошлого вам могут вернуться все-таки люди какие-то тоже. Или вы пересмотрите отношения, может быть, раньше были на конкретного человека. Не просто ваши планы, ну а где-то было сотрудничество. Оно шло в одном ключе. Вот здесь конфигурация меняется, трансформация отношений. Трансформация может быть у кого-то бизнеса. Старший аркан. С одной стороны, мы от этого не отказываемся. Карта говорит, что договариваться придется. Сепарация только иллюзия. А вот дипломатия, она вам как будто потребуется. И, может быть, люди из прошлого. Или в чем вы поставили точку. Здесь явное будет какое-то взаимодействие. Точно так же я могу допустить, что вы с чем-то прежде согласились, да? Вот тогда будет, карта говорит, вы, может быть, даже кто-то из вас принял какое-то как поражение и решил, что, ну, ладно, вот как есть, пусть так и будет. Я просто буду сохранять то, что есть. А тут какая-то новая, опять же, история или история старая, а с новой какой-то активностью, с новыми возможностями. И, может быть, вам даже и не хочется этим заниматься. Но если вот для чего нам необходимо быть честным самим собой, холодная голова. Но кто-то из вас примет в расчет, во внимание, что это единственный вариант. И победа у вас в кармане. В данном случае это точно, потому что тут тоже своего рода победы у вас какие-то. И правда тут как нить Ариадны потянули аккуратно, да, за вот этот клубок, да, вот эту веревочку, которая еще там где-то, может быть, клубок находится, и вы пока не видите. И вас может даже удивить, как шаг за шагом решается один вопрос, потом следом второй, а следом и третий. Планетарно же для вас, мои дорогие, именно к концу года Юпитер вам помогает. Юпитер будет вам помогать и на последующий достаточно длительный период, до середины года 26-го, он именно в первом доме вашего гороскопа, который отвечает как за вашу личность. Меняется ваша личность. А уже потом Юпитер перейдет в знак зодиака Лев летом, но в вашем именно гороскопе он окажется во втором доме, том доме, который отвечает за материальные средства, за финансы. Поэтому он вам будет какую-то финансовую тему помогать решить. Карта совет. Вообще карта приглашает нас радоваться. Есть повод для радости. Есть повод для добрых перемен. Но не замечтайся, говорит этот аркан, потому что тоже где-то вторит аркану отшельник, надейся сам на себя. Вы еще много каких-то новых людей встретите, где-то о новых знакомствах, это тоже карта говорит. Но научи себя вдохновляться моментом, радоваться этому самому моменту, потому что для тебя будет очень важно творчество или вдохновение. Не все люди, которых ты встретишь, ты можешь на них понадеяться. Или не все отношения, которые у тебя сейчас строятся, они сразу же и на какой-то долгий период времени. Оно вот так и бывает. Не всем людям суждено остаться в нашей жизни надолго. Некоторые приходят действительно и остаются на долгие годы. Кто-то приходит на время,
Мы как учим человека, да, и он для нас тоже как учитель. А большинство вообще прохожие, нам судьба посылает людей для того, чтобы мы тоже где-то чему-то научили как бы их, ну и научились чему-то сами. Но для вас хорошее настроение сохраняй и поддерживай, об этом говорит карта. Хотя я не исключаю, что в ваш адрес, мои дорогие, кто-то будет проявлять знаки внимания, признания, подарки. Вот это все может быть. Но карта тоже не говорит, что эти отношения, они уже с точкой надежные, или что это будет продолжено долго. Но значит, на этот период жизни 2-3 недели это будет для вас важно и необходимо. Перекладывайте на себя, а я благодарю за вашу доброту и душевные комментарии, мои дорогие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.